Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную, великолепную тему, как выглядит следующий этап вашей жизни. Стопроцентное предсказание будущего на картах Таро. Причем, заметьте, сегодня будет очень необычная колода, замечательная колода, очень странные дела. Я считаю, что это супер потрясающая колода, которую мы с вами срочно должны открыть и начать выкладывать наши позиции. У нас будет с вами 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, у нас сегодня очень странные дела. Очень странные. И мы будем с вами смотреть следующий этап вашей жизни, как он выглядит. Напоминаю, что первая карта расклада – это те события, которые недавно у вас в жизни происходили, чтобы вы могли правильно выбрать свою позицию. Я считаю, что это оптимальный способ найти свой вариант. Если вы выбрали себе камешек или номер позиции, начали слушать что-то не то, смотрите начало другой позиции и выбираете. Может быть, какая-то вам будет ближе, да, срезонирует. Итак, для тех, кто смотрит всегда начало моих видео, сдвигаем и смотрим, что на дне колоды послание высших сил. Итак, тут у нас, значит, король мороженого. Эта карта показывает, что в вашей жизни скоро наступит период, когда вы возьмете себя в руки, когда вы будете много трудиться, много делать такого созидания в жизни, да, и более того, в вашей жизни какой-то мужчина сыграет основополагающую роль в том плане, что будет, возможно, давать хорошие советы, направлять вас, общаться с вами, поддерживать. То есть это очень важно. Так, хорошо. Давайте раскладывать наши 4 варианта. У меня еще карта упала. Карты не успокаиваются, карты совершенно не успокаиваются. Тут у нас выпала 7 мороженого. Смотрите, она упала на пол. Карта, конечно же, показывает, что у вас наступает, возможно, такой этап. Вот карты как бы подсказали, да, этап, когда начинается что-то новое, яркое, потрясающее в жизни, и поток изобилия устремится скоро в вашу жизнь. Посмотрите, сколько здесь вот прям шариков, да, целых 7 шариков на одном рожке. То есть у вас будет даже переизбыток, может быть, какой-то энергии изобилия, может быть, материальных средств, вот так вот. Итак, давайте выкладывать наши 4 позиции, 4 карты на стол, да. Давайте посмотрим ваши недавние события в жизни, что происходило по первой карте, чтобы вы могли ориентироваться, какая позиция из этих все-таки ваша, да, все-таки ваша. Давайте вот так вот, чтобы ровненько было все, чтобы было хорошо. Тут у меня Демитка лижется. И раскладываем камушки. Итак, первый камушек у нас Корнелиан. Вот такой сегодня я его купила. Такой замечательный, вот прям красивый. И у него такие интересные вот эти точки сверху. Вот такой Корнелиан у нас. Второй камушек это яшма. Коричневая яшма. Третий камушек у нас будет содолит. И четвертый это гавлит. Итак, давайте теперь будем выбирать позицию. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока беру и убираю в сторону, конечно же, да. В сторону убираю. Мы описываем следующий этап вашей жизни. Смотрим стопроцентное предсказание
вашего будущего. Раз вы выбрали по себе, значит, оно будет действительно вот правильное для вас. Первый камень карнелиан. Такой вид карнелиана, да, интересный. Он обычно вообще красноватый, а тут вот такой необычный попался. И первая карта — это что у вас недавно в жизни-то происходило. Выпал у нас туз мороженок. Недавно в жизни вам что-то предлагалось, конечно же, как шанс, как возможность. Здесь я вижу, раз это у нас очень странные дела, вот тут вот смотрите, как будто бы сверху есть как образ какой-то. То младенца, то кота, то еще что-то. Вот интересно, может быть, недавно у вас даже, ну, не знаю, ребенок рождался, да, или начиналось новое дело в жизни, или были какие-то мистические откровения. Но также жизнь предлагала именно шанс, там, не знаю, реализоваться, заработать, что-то вот такое получить. И воспользовались ли вы этим шансом? Вот в чем вопрос. Но карта, конечно же, возможностей. И она показывает, что, может быть, даже кто-то говорил вам о своих чувствах, например, или предлагал там, ну, совместное что-то, проекты или руку и сердце. То есть у кого как проиграется. И могли предлагать заниматься чем-то новым, интересным для вас. Но в то же время это все должно было нести энергию изобилия в вашу жизнь. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, какой у вас в жизни начинается прям-таки новый этап. Новый этап в жизни. Итак. Новый этап в жизни — это у нас двойка мороженого. Вот смотрите, у вас уже туз выпал, и теперь двойка. Не просто так. Ваш новый этап связан с тем, что вы как будто бы с кем-то действительно объединяетесь. Действительно берете те шансы, которые вам предлагает жизнь. И, соответственно, всех по паре у нас, да, и вас с кем-то жизнь сводит. Вот как, не знаю, с вашей второй половинкой. Или вот, допустим, у вас есть уже человек, которого вы любите, у вас улучшатся отношения. То есть это этап любви, это этап объединения, это этап партнерства. Карта очень светлая, хорошая, ну, два мороженых. Замечательная карта. Она, естественно, показывает потоки изобилия, она показывает сладости, наслаждения и летний период в жизни. То есть вот в этом здесь суть. Действительно такая продуктивная карта, приятная карта. Карта наведения мостов между людьми. Карта как будто бы показывает всегда в жизни вот очень благоприятное такое времяпрепровождение, когда ты растворяешься в другом человеке и начинаешь его понимать вот от и до, прям такие, да. Но это бывает в партнерстве, в любви, а бывает в работе. Но чаще всего, ну или в дружбе, да, но чаще всего в любви. И это светлая полоса в жизни. Она даже не столь с деньгами, может быть, именно с тем, чтобы любить кого-то, отдаваться кому-то всецело. Вот как бы в этом суть здесь. Хорошо, еще смотрим. Ага, тут у нас целый даже король кубков, да, ну как. Вообще это кубиков, король кубиков, да. Может быть и не кубков, как бы в вашем понимании, но кубиков. Вообще карта здесь, она говорит о мужчине, но все равно о мужчине. Хоть он, конечно, такой мистический мужчина, интересный, но все-таки мужчина. И, ну, колода просто такая мистическая и необычная, волшебная, да, по сериалу, который многих вообще, в принципе, пугает, и меня тоже. Вот. Но сам факт, что новый этап в жизни раскрывает перед вами возможность общаться с каким-то мужчиной, с ним взаимодействовать. Этот мужчина помогает, этот мужчина поддерживает, он проявляет к вам заботу, но не так-то просто попасть в его некоторое поле, да, не так-то просто с этим человеком строить близкие отношения, потому что, ну, если вы строите, допустим, с таким человеком отношения, он должен быть у вас полностью уверенным.
он любит задавать свои правила, он видит все насквозь. И вас он тоже видит насквозь, понимаете? Поэтому обманывать такого человека невозможно, обмануть его невозможно. И когда мы видим эту карту, естественно, мы понимаем, что непростой человек будет рядом с вами. Если вы мужчина, рядом с вами будет какой-то, ну, может быть, очень продуктивный знакомый или друг, кто в чем-то может в жизни оказать поддержку, помочь и все преодолеть с вами, но он должен быть в вас уверен. То есть он проверяет, да, доверяй, но проверяй. Следующая карта шут. Вы открываете для себя совершенно новый путь, дорогу в жизни. То есть это новое приключение, путь шута. Карта показывает, что да, придется идти сначала вот в этот темный лес, зная, что пока что светит только луна, но потом вы выйдете на светлую поляну или светлую дорогу, где будет светить солнце. Но придется пройти через темный лес. Вот жизнь, ну, на новом этапе, она готовит вам испытания в виде того, чтобы научиться доверять Вселенной, закрыть глаза и шагнуть вперед. А ведь там будет лучше, то есть вам нужно это прям себе в голове прописать, а ведь там будет лучше. Я иду в этот темный лес, но он волшебный. И я знаю, что там будет что-то меня ждать невероятное, интересное, захватывающее. Да, может быть, лес таит в себе много опасностей, но я рискну. Я рискну, потому что я доверяю Вселенной, и я могу победителем выйти в итоге из этого леса. То есть вот такой у вас вот следующий этап в жизни, вот такое предсказание будущего. Предсказали именно вот эти очень странные карты с очень странными делами. Да? Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Следующая у нас позиция. Следующая позиция у нас это яшма коричневая. Вот такая интересная яшма. Сегодня купила ее. Итак, что у вас недавно в жизни происходило? По этой карте вы ориентируетесь, чтобы понять, что вы правильно выбрали позицию. Ух ты, дверь. Вот смотрите, здесь у нас четверка гирлянд, да? И мы видим здесь дверь. Вот эта дверь у вас появлялась в жизни недавно и либо открывалась для вас, либо это просто как бы дверь, перед которой вы оказались, дверь ваших возможностей, и вы только решаетесь ее открыть. То есть только решаетесь зайти в эту волшебную дверь. Что там меня ждет, никто не знает, да? Но сам факт, что вы давно в нее стучались, что вы давно пытались пройти туда, что вы давно пытались куда-то вот попасть, да? Достучаться. И вот она, эта дверь, вот она перед вами. Конечно, она открыта, конечно, можно туда идти. Может быть, вы уже зашли, может быть, только заходите, но она украшена вот этими гирляндами, и понятно, что там будет много веселого и интересного. Дверь в ваше будущее. Вы как будто бы оказались перед новой возможностью, перед этой дверью в ваше будущее. Вообще, когда двери на картах Таро появляются, это прекрасно, мне это очень нравится всегда. Я всегда считаю это некой загадкой. Вот какую-то загадку вы недавно могли разгадывать, может, тайну чьей-то души, да, или еще как-то. И может быть, это загадка вашей личности, мол, какие блоки меня тормозят, как я могу реализоваться, или как я могу заработать, или как я могу там улучшить свою жизнь. То есть вы могли вставать перед этими вопросами. Вот. Но эта дверь, это волшебная дверь, которую срочно, если вы еще не открыли, нужно открыть. Дверь, ну, которая выводит вас на новый путь. Да? Вы туда действительно не могли раньше попасть, потому что было еще не время. И вам нужно вспомнить, вот как бы чего вы очень хотели от кого-то достичь, добиться, или от чего-то. Вот это и есть эта дверь, которая раньше была закрыта. В общем, у вас вот такая вот ситуация по недавним событиям в жизни. Хорошо, давайте посмотрим, а в чем заключается ваш следующий этап в жизни. То есть мы смотрим предсказания будущего для вас по этим замечательным картам. Действительно странно. Так. Туз гирлянд. Смотрите, показывает карта, что горит вот фонарик, да? Может, рядом фонарики и погасшие, но ваш фонарик горит. Он освещает вам путь.
То есть следующий этап – это мы зажигаем фонарики нашей жизни и начинаем освещать себе путь. Может, мы раньше шли в темноте, но фонарик явно осветил какую-то надежду, да, то есть вот в скором будущем у вас этап возрождения и надежды, и новых возможностей, новых начинаний, светлого пути, яркого, огненного, вот даже, вы знаете, как цвет такой красный, да, может быть, это цвет любви и богатства одновременно. То есть вот карты, они показывают здесь действительно, как вас высшие силы благословляют. Вот смотрите, тут у нас, значит, есть 4 мороженок. Такая замечательная. Здесь у нас, значит, вы пришли как будто бы в кафе, поесть мороженого и отдохнуть. На новом этапе будет не только много вспышек света, яркий путь и много интересных возможностей, но и отдых будет. Будет возможность как будто бы поймать кайф от этой жизни, да? Отдохнув и поймав вот это удовольствие, вы сможете идти дальше еще веселее на самом деле. Карта позитивная в том плане, что, возможно, у вас будет стабильное финансовое положение. Вы успокоитесь, вы отдохнете от жизненных передряг, невзгод, постоянных проблем. Вы знаете, этот новый этап у вас действительно классный. Во-первых, будет много веселья, светлый путь, да, озарение красным цветом, да, то есть это страсть, любовь, деньги, изобильная энергия и отдых. Отдых, когда ты получаешь от жизни все удовольствия, какие только есть. Мы здесь видим 2 кубиков. Карта показывает, что в личной жизни у вас будет спорный момент и период, когда вы будете сомневаться, а стоит идти дальше вот вместе с этим человеком, или пока нужно будет подождать. Вот такое вот ощущение по карте. Здесь сомнения идут. То есть вы как будто должны будете сделать выбор именно в личной жизни. Вот не в чем-то, не с работой, не с финансами, а именно в любви. Идет ситуация, когда нужно понять, нам дальше по пути или нет. Это тоже вы будете решать на новом этапе. Вы должны принять решение от души, правильное для вас. Я не могу вас склонять ни к той позиции, ни к другой. Вам нужно это принять решение самостоятельно. Да, вы видите в каком-то человеке и достоинства, и недостатки. И, соответственно, вам нужно принять решение, перевешивают эти достоинства, эти недостатки или нет. Вот да, вы засомневаетесь в чувствах, да, вы засомневаетесь в отношениях, но вам нужно будет самостоятельно принять решение, определиться и уже идти или не идти дальше. Вы на этой карте разворачиваете географическую карту, да, и начинаете понимать, вот как будет наконец-то в личной жизни пролегать мой путь. Поэтому у вас и выпала любовь, страсть, потому что вы можете обновить свою личную жизнь. Может, вы пойдете в новые отношения. Там действительно может все искрить и пестрить, потому что новые отношения не всегда ярче старых. Однако они всегда когда-то превращаются в старые. Нужно и об этом помнить. Вот такая у нас 2 позиция. А мы идем дальше к позиции номер 3. Новый этап вашей жизни, наш замечательный садолитик. Давайте посмотрим, что у вас недавно в жизни происходило. По этой карте вы ориентируетесь. Ага, король мороженок. Между прочим, мы его уже сегодня видали. Вот человек немножечко такой, знаете, с одной стороны надежный, с другой стороны закрытый. Не сразу он идет на контакт, но может проявлять и любовь, и страсть. Вот недавно у вас был такой человек в жизни, или есть и сейчас, то есть он был и недавно, и есть и сейчас такой тоже может быть, в общем, который долгое время проверяет людей и в то же время может от души испытывать всю гамму чувств, однако не всегда сразу же показывает это. Однако это симпатичный человек, приятный и вполне себе работящий, умеющий себя организовать, умеющий флиртовать иногда, когда ему нужно, да. Не говорю, что в изобилии, но когда ему нужно, он это сделает. И эта карта лета, расцвета, карта чувств к тому,
именно к кому ты относишься с уважением и серьезно. То есть вот кто-то к вам эти чувства недавно проявлял, кто-то все-таки имел на вас виды, да? Ну, чаще всего к женщине мужчина. Но если вы мужчина, то вы на кого-то имели виды из женщин. Карта явно показывает взгляд в будущее вашего партнера, понимаете? И как будто бы этот человек надеется на вас. Так, смотрим следующий этап вашей жизни, если вы себя узнали, да? Тут у нас 7 мороженок. Вот смотрите, она падала вместе с этой картой. Я ее часто совала перед вами прям 100 раз, и все равно мы видим эту карту перед собой. Это этап изобилия в вашей жизни, когда всего будет в избытке, через край, чересчур, много. И, соответственно, это может быть богатство, процветание, много событий, насыщенная жизнь, очень насыщенная разными впечатлениями. И как бы и творческий-то процесс в жизни вашей тоже активизируется. То есть не только процесс просто жизни, да, идет в жизни все. Нет, не только деньги, а еще и творческий процесс. Вы чем-то будете увлекаться, вы чем-то будете жить, дышать, так скажем, что вам очень нравится. Мы видим здесь Луну. Она показывает, что на новом этапе будет много сомнений и недоверия к окружающим людям. Особенно, возможно, к самому близкому человеку, которого вы любите или полюбите. И, соответственно, вам нужно будет это пройти. А что давит на вас? На вас давит прошлый опыт, на вас давит мистика, страх мистики, может быть, даже страх магии. Может быть, кто-то на вас сделал когда-то магические ритуалы, вы теперь вообще этого боитесь, да, от людей. То есть не доверяйте в этом плане людям. Когда вы чувствуете в себе какие-то перемены в голове, там, да, кажется, что что-то совершаете нелогичное, вы можете думать на магию. И, соответственно, вот она и появляется, эта Луна. Вам кажется, что вы в опасности в некоторой, вы не доверяете окружающим. И, соответственно, когда вы не доверяете окружающим, вам трудно двигаться вперед. Да, на новом этапе будет изобилие, творчество, но и заминка какая-то. Когда нужно будет в себе разобраться и понять себя, понять свое подсознание. Следующая у нас карта, 5 спиц, или как сказать, это спицы в колесах велосипеда, да, спиц. Она показывает, что у вас, возможно, какая-то поездка на новом этапе, дорога, командировка, переезд. Чаще всего дороги, командировки, разные события, связанные именно с передвижениями, да, на транспорте, на своем, не на своем. То есть вот это частое движение, передвижение, много хлопот. И новый этап в жизни, он не даст вам много думать. Вот с одной стороны, вы хотите разобраться в себе, да, и вы разберетесь, но с другой стороны, у вас и не будет времени много думать и разбираться. Поэтому вы, скорее всего, еще и испугаетесь и будете кому-то не доверять из окружающих, потому что не всегда будет время разбираться в этом. Уделите себе время обязательно, посидите, поковыряйтесь, подумайте, да, со своим подсознанием нужно дружить. Также, если вы будете увлекаться эзотерикой, какими-то интересными магическими ритуалами, всегда настраивайте себя на позитив. Исполняется все, чего вы в жизни хотите для себя. Негативное и позитивное – это не важно. Важно то, чего вы хотите для себя. Вот в этом здесь суть. Интересная позиция на самом деле, потому что новый этап по этой позиции, он несет в себе трансформацию. То есть человек действительно сам по себе как личность может измениться в лучшую сторону. И сам по себе король-то вам, наверное, в этом может помочь, да. Главное научиться ему доверять. Хорошо, давайте смотреть дальше. 4 позиция. Следующий этап вашей жизни. Камень у нас тут Гавлит. Следующий этап вашей жизни. И первая карта у нас – это ваши недавние события в жизни, какие происходили, мы по ним ориентируемся. Вышла карта Башня. Башня показывает скандалы, склоки, что-то пугало, может быть, недавно, или был развод, или было увольнение, или было что-то вот такое, как гром среди ясного неба, бабах, да. Вот какое-то очень негативное событие в вашей жизни совсем недавно было. Карта Башни, она всегда показывает, что человек долгое время
выстраивал тюрьму для себя. Он себя сам ограничивал, и кризис наступил именно потому, что это ограничение больше было невыносимо его душе. Наступил большой бум. Башня также показывает невероятно дикую страсть по отношению к другому человеку или взаимную, но при этом с неким разрушением старых стереотипов, старых устоев в жизни. То есть карта переворачивает, так скажем, в вашей жизни все с ног на голову. И вот если у вас такое недавно было, такой большой бум, значит, 4-я позиция явно ваша. То есть вы испытывали, конечно, кризис и, может быть, испытываете его до сих пор благодаря этой башне, благодаря этому большому бум-буму, да. Хорошо, давайте посмотрим следующий этап вашей жизни. То есть башня-то она, по сути, уже прошла, да. Замечательная карта, королева мороженок. Смотрите, курорт, лежит на лежаке, читает книжечку, кушает мороженку. Ну, это, ну вот прелесть прям таким. Напитки, да, у нее тут прохладительные стоят. Ваш следующий этап в жизни – счастье, радость, отдых, расслабление, получение от жизни всех удовольствий, какие только можно себе представить. И я знаю почему. Это после башни. После башни ты всегда ценишь жизнь. Ты начинаешь ценить любые проявления жизни. Ты от всего ловишь кайф. Вот это совершенно точно, для чего каждому из нас в жизни башня дана. Вот эта карта, да, этот аркан. Именно поэтому она дана, чтобы ты научился ценить эту жизнь. И вот вы как раз на новом этапе начнете брать от жизни абсолютно все, что только можно. Получать от нее кайф, удовольствие, радость. Ценить себя, уважать себя, любить себя, украшать себя, ублажать себя. То есть в этом суть вашего нового этапа. Следующая карта у нас туз кубиков. Это как будто бы вам очень крупно повезет. Вот как бы фортуна, удача, что-то выпало, да, вот как вот джекпот на вашей стороне, именно судьбоносная удача. Карта показывает, что вы сорвете джекпот в жизни, да, то есть Бог подарит вам жизненный выигрыш. Это не значит, что вам нужно играть в рулетку или там в лотерею или в автоматы. Это значит, что вам просто крупно повезет на новом этапе. Вы получите за вашу башню настоящую награду. И высшие силы, по сути, уже приготовили эту награду. Нужно только научиться принимать. А ведь вы и будете этому учиться, кайфовать от жизни, принимать все ее дары, принимать дары Бога, Вселенной. Знать, что вот именно сегодня вот я проснулась или проснулся, и ангелы, и Бог, и Вселенная снова меня одарят. То есть каждый день как сюрприз, каждый день мы принимаем всякие радости. И чем больше мы принимаем этих радостей, тем больше мы понимаем, что жизнь состоит из счастья, из кайфа, да, а вовсе не из горя и всяких там преград. Как ты себя настроишь, так ты и в итоге живешь. В этом суть этого этапа. И, конечно, вы это всю эту фишку поймете, да, поймете и начнете жить себе в удовольствие. Соответственно, когда человек живет в свое удовольствие, он получает все самое лучшее от судьбы, все выигрыши судьбы его. Все будут говорить, ну какой ты любимчик судьбы, да? Судьба тебя в лобик поцеловала, тебя фортуна преследует. Почему тебе так везет? А вы будете говорить, ну, значит, такова моя доля, да? Я там в жизни уже отмучилась или отмучился, и теперь мне пора кайфовать и радоваться. Хорошо, следующая карта. Ух ты, король фонариков, да, наших гирлянд. Ну, или странностей, может быть, каких-то, да. Смотрите, карты здесь показывают классную мужскую энергию. По сути, человека, который может в этом новом этапе вас сопровождать. Человек-лидер, человек самостоятельный, интересный, поддерживающий, веселый, да. И именно этот человек может освещать вам путь, провожать вас по этой дороге судьбы, где вы идете и радуетесь жизни. Понимаете, карта, она также показывает рисунок, вот как будто этот король нарисованный. Почему он нарисованный? Вы знаете, вот мы иногда проходим такие этапы в жизни, что рисуем сами свою судьбу, то есть... Может, вы мечтали, там, допустим, если вы мужчина о каком-то если вы женщина о каком-то мужчине, чтобы он был таким-то, таким-то параметры, да, его вот многие даже в тетрадке описывают, практика такая есть,
что если ты хочешь привлечь в свою жизнь мужчину, нужно описать в тетрадке все его качества, какие ты не читаешь там рядом с собой, иметь какого человека. И всячески его описываешь, каждый день что-то добавляешь. И, соответственно, такой мужчина в итоге приходит в твою жизнь. Многие это прошли, многие это сделали. И вот как будто этот человек нарисован тобой. Если вы мужчина, вы здесь нарисовали себя. Я хочу быть королем. Сидеть вот в таком вот невероятно крутом кресле-троне, да, и чтобы у меня все получалось. И вы начинаете рисовать себя. Вот в эта практика в тетрадке можно рисовать что угодно. Любую свою счастливую судьбу. Как она будет выглядеть, в каком доме вы будете жить. Описать обои, шторки, да, или свое тело, как оно должно выглядеть, свое здоровье, свою жизнь, да, или себя. И также партнера или партнершу. Вот в этом суть. То есть, почему этот король выпал? Потому что вот кого вы рисовали для себя, для счастья, это счастье у вас-то в итоге и сбудется. Если для женщины это будет партнер, если для мужчины это его собственная самореализация, его собственное счастье. Вот такой у вас новый этап, дорогие четверочки. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.